Здравствуйте! В этом видео я покажу небольшой циркулярный станок, который я сделал лет 15 назад. Он удобен при производстве небольших изделий. У меня есть и настоящий циркулярный станок, большой, но этот маленький, иногда удобнее. В качестве спильного диска я ставлю обычную дисковую фрезу по металлу с мелким зубом. На станке можно устанавливать фрезы с внутренним диаметром 22 и 27 мм. Мощность станка 550 Вт, 3000 оборотов в минуту. Подключение конденсаторное. Вот так пилит станок. Из-за того, что зуб и фрезы мелкий, пил получается очень чистый, ровный. Можно даже не строгать. Рабочий стол может наклоняться. Этим можно регулировать глубину пропила. У этого станка есть регулируемый упор, с помощью которого можно пилить рейки в размер. Так, шире, уже. Сейчас напилю узкие рейки. Вот получаются такие гладенькие, ровненькие рейки. Сейчас буду в этом брусочке делать пропил, неглубокий. Для этого стол приподнял, и вот сколько фреза теперь выступает над столом, такая будет и глубина пропила. Ну а ширина пропила равна толщине фрезы. Вот такой получился аккуратный пропил шириной 2 мм, ну, по толщине фрезы. Чтобы сделать пропил шире, можно взять более толстую фрезу, например, такую. Установил фрезу толщиной 3,5 мм. Сейчас сделаю пропил. Вот такой получился пропил широкий. На этом станке можно выбирать четверти. Изменяя наклон стола и регулируя упор, можно регулировать размеры выборки четверти. При выборке четверти бонусом получается брусочек маленького сечения. При изготовлении четверти рубанком вручную материал перегоняется в стружку, и брусочек не получается. Работа на таком станке опасная, руки надо беречь. Поэтому я применяю такой толкатель. Вот так толкаю. Но для видео, чтобы все было хорошо видно, иногда
протаскиваю брусочек вручную, но это опасно. Четверть можно выбрать и несимметричную. Вот получил такой пропил. Теперь стол надо опустить. Вот получилась несимметричная четверть. Покажу, как устроен станок. На сварной раме из уголка через этот кронштейн в виде пластины закреплен электродвигатель. На валу электродвигателя установлена оправка под фрезу. Фрезы можно устанавливать с внутренним диаметром 22 или 27 мм. Фреза закрепляется гайкой с левой резьбой, чтобы при работе гайка не откручивалась. Левая резьба получается при такой компоновке станка, которая мне удобнее. На двух кронштейнах, которые установлены на раме, вот этот и вот этот, закрепляется стол. На этих кронштейнах стол может наклоняться. На другом конце стола закреплен кронштейн с продольным пазом. В этот паз пропускается болт с кронштейном, который закреплен на раме. Стол может наклоняться в пределах длины этого паза. На болт наворачивается гайка с ручкой, и стол фиксируется в этом положении. На столе может закрепляться упор, который можно устанавливать в разных положениях и фиксировать двумя гайками с ручками. Для этого у этого упора имеются продольные пазы. Вот это продольные пазы у упора. Этот упор позволяет делать ровные резы. С помощью этого упора можно напилить рейки одинакового размера. С помощью этого упора можно выставлять один из двух размеров четверти. Вот такой небольшой циркулярный станок. Удобный в работе. Пил получается очень чистый, можно даже не строгать. Спасибо за внимание, приглашаю на мой канал.